Всем привет! Это видео дополнение к моему предыдущему видео МК по жакету «Океан». Те, кто начал вязать по моим расчетам, не пугайтесь, все здесь правильно, расчет абсолютно верный, и это видно из самого процесса вязания, что я набирала 88 петель и провязывала по своему расчету. Но когда я писала последний расчет, вот этот, вот в эти 84 петли я включила регланные линии, но здесь я их не написала. Это мое упущение. И надеюсь, что вы меня за это простите. Конечно же, петли регланных линий, они тоже входят в расчет. 8 петель регланных плюс 22 спинки плюс 14 рукавов плюс 40 перед, получится 84. Вот это количество изначальное, которое я указала, в нем 76 петель. А вместе с регланными линиями уже получится 84. То есть я их включила, а сюда не написала. Поэтому вот возникло много вопросов, вопросы обоснованные, конечно, и ну вот так вот я упустила каким-то образом, не знаю даже как, вроде не торопилась. Ну, говорю, надеюсь, что простите меня за это. Значит, все петли регланные, спинки рукавов и переда включаем сразу перед началом вязания. То есть в планку они тоже включены. И в эти 88 петель они тоже у меня были включены. И также в этом видео я хочу ответить на вопросы, которые еще были заданы в комментариях под видео. Был вопрос такой: почему делим петли рукавов именно на 4 части? Здесь можно делить на столько частей, насколько высоко вы хотите, вернее, не высоко, а наоборот, низко опустить переднюю часть. То есть, насколько высок будет ваш росток. Здесь зависит и от толщины пряжи, и от количества набранных петель и от многих факторов. Можно, конечно, изначально сразу рассчитать, сколько рядов ростка вы хотите. То есть берете изделие какое-то, измеряете расстояние от спинки до переда, какая разница в высоте, и рассчитываете, сколько в этом количестве рядов. Столько рядов должно быть провязано по ростку. А именно по рукаву, здесь тоже я сказала, зависит от того, насколько выше вы хотите поднять спинку и насколько ниже вы хотите опустить переднюю часть. Из практики просто говорю, что из толстой пряжи обычно я делю на 4. Если я хочу, чтобы горловина была не очень низкая, просто, например, под горло, то и из тонкой пряжи можно делить на 4. Если пряжа намного тоньше, чем та, из которой я вязала, то я могу делить и на 5, и на 6 рукав. Вот так. Многие делят рукав даже из пряжи средней толщины на 2, на 3 части. И большую часть уже рассчитывают на горловину. А многие вообще просто 2-3 раза развернутся по рукаву, а по горловине вообще не разворачиваются. Это зависит от самой модели, как вы хотите, чтобы сидела ваша горловина. Я захотела, чтобы у меня хорошо была опущена передняя часть, поэтому у меня так много делений этих. И еще часто задаваемый вопрос: как рассчитать ряды, если у вас больший размер? Изначально вам нужно рассчитать только начало вязания. То есть я сказала, что я рассчитала свое начало вязания из расчета 50 сантиметров на горловину. 50 сантиметров – это по кругу, то есть сюда петли второй планки, которые заходят
под первую, они не входят. Это изначально делается расчет, как если бы вязали по кругу, и уже потом в процессе вязания добавляются петли для второй планки, для расчета. Ну, из расчета, я думаю, это будет видно. Если у вас размер больше, и эта ширина горловины вам тоже подходит 50 сантиметров, то вы набираете петель столько же, но вяжете по регланной линии, то есть до соединения спинки с полочками, большее количество рядов. То есть я ориентируюсь не столько на длину регланной линии, сколько на ту ширину, которая получается вот в этом месте. Когда я дошла до той ширины, которая мне нужна, в данном случае, по-моему, там в мастер-классе я говорила, что у меня 48 сантиметров по спинке, когда было, я остановилась уже прибавлять по регланным линиям и стала соединять в круг и подрезы добавила. Если у вас меньший размер, соответственно, вам нужно эту, как кокетку ее можно назвать, вязать меньше, наоборот, рядов. То есть достигли той ширины, которая вам нужна, все, соединяете спинку с полочками. По рукаву. Если вы не хотите укороченный и широкий рукав, то вы просто продолжаете делать убавления. Я убавляла в каждом 6-м ряду, в мастер-классе это есть, и затем прекратила, когда достигла 17 сантиметров, по сгибу, если считать, я прекратила делать убавления. Если вы хотите более узкий рукав и длинный, то есть до конца, то вы просто продолжаете убавлять до той ширины, которая вам необходима. Если у вас пряжа другая и расчет петель не такой, как у меня по образцу, то можно просто рассчитать длина рукава, считаете, сколько здесь рядов у вас, измеряете ширину рукава, которую хотите в конце, и ту ширину, которая у вас получилась вот в этом месте, когда соединили уже, разделили вязание на рукава, полочки и спинку. И это количество петель, которое лишнее у вас, распределяете на то количество рядов, которые вы хотите провязать по длине, и убавляете. Но обычно на более тонкой пряже примерно в каждом 8-м убавляют, и на толстой в каждом 6-м, а то и в каждом 4-м. В зависимости от того, как я сказала, насколько вы хотите узкий или широкий рукав. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых видео.